Всем привет! Сегодня мы поговорим про MCI – Maximum Competitive Idea. Где же взять источник вдохновения для максимальной прорывной идеи? Есть несколько вариантов. Мы можем посмотреть на технологические тренды, на человеческие тренды, тренды некой потребительства. Можем использовать такие фреймворки, как TRIZ, теория решения изобретательских задач, Scamper и так далее. Давайте разберем их чуть более подробно. Начнем, наверное, прежде всего с технологических трендов, потому что курс у нас по техпренерству. И проще всего наблюдать эти тренды на отчетах от компании Gartner, и в частности на изображении под названием Gartner Hype Cycle, где изображены топовые технологии, в принципе все технологии из определенной области, и на какой стадии развития они сейчас находятся. По-русски Hype Cycle обычно переводится как цикл зрелости технологий. В общем, если кратко, то есть порядка 5 стадий у каждой технологии. Мы больше всего обсуждаем технологии с пика завышенных ожиданий, те технологии, о которых сейчас все говорят, но реальные продукты чаще всего делаются на тех технологиях, которые находятся на плато производительности. Также в уроке представлен список технологий. Про каждую технологию есть короткое видео, посмотрев которое вы можете понять, это вообще ваша технология или не ваша. Рекомендуется посмотреть как минимум 3 из данного списка видео. Каждый из вас может выбрать ту технологию, которая сейчас ему более импонирует или которая более востребована рынком. Следующие тренды, которые мы смотрим, это больше потребительские тренды, такие общечеловеческие. Чего хочет человечество, да? Эти тренды определяют будущее бизнеса и потребления в целом. Также можете посмотреть на изображение, где показано порядка 16 трендов. В любом случае вам нужно использовать эти тренды, стараться использовать их в своем продукте, потому что вы можете или основать отдельный продукт на этих трендах, или внедрить эти тренды в свой продукт, чтобы его подняло вверх. Ну, любимая шутка, наверное, в эру биткоина, когда он рос как на дрожжах, многие компании добавляли слово блокчейн к своему названию, и капитализация внезапно повышалась. Вот такая вот шутка с большой долей правды. Ну так вот, ищем те тренды, на которых можно сделать новый стартап, которые можно внедрить в свой стартап, или те тренды, которые уже есть в вашем стартапе, просто дать им имя. Ну, разберем такие тренды, как, допустим, Betterment, да, желание человека постоянно улучшаться, быть лучшей версией себя вчерашнего. Человек это подсознательно хочет, и если ты даешь ему инструмент или продукт, для этого понятное дело, что человек будет использовать твой продукт. Также я для русскоговорящего постсоветского пространства я бы выделил тренд Local Love, то есть любовь к местным продуктам, потому что если этот продукт сделан здесь нашими, не знаю, соседними ребятами, то его хочется потреблять больше, чем какой-то иностранный, обездушенный, обезличенный. Ephemeral, потому что мы очень нетерпимые, у нас мало терпения, а Ephemeral как раз таки говорит о том, что человек хочет все здесь и сейчас. Реальный пример это про, допустим, Instagram-трансляции, когда люди говорят, вот здесь и сейчас, инста-лайв-трансляцию я посмотрю, а если это будет в записи спустя, не знаю, полчаса, то мне это уже будет неинтересно. Ну и третий тренд это такой Tribes and Lives называется. В частности, в Казахстане есть такие, допустим, там Рункым, да, если этот продукт для таких же, как я, или сделан такими же, как я буду его использовать. Или, допустим, там какая-то узкая сегментация по каким-то группам, допустим, 5% скидка определенному роду, или 10% скидка людям из вот этой вот местности. Это как раз-таки тот тренд, чего хотят люди. Если, посмотрев на эти тренды, у вас родилась какая-то идея, пожалуйста, опишите ее согласно шаблону. В шаблоне у нас начинается с слов «мы делаем продукт» под названием, который создает вот такое вот ценностное предложение для определенную группу клиентов, пишем, да, для кого ваш продукт, чтобы решать проблему. Назовите саму проблему, какую именно вы решаете. Потому что есть такое даже выражение: не рассказывай мне свою идею, расскажи проблему, которую ты решаешь. А дальше уже видно будет, имеет твой стартап право на жизнь или он умрет, потому что это вовсе не проблема. Сформировав описание вашей идеи по шаблону, отправьте это в чат вашей группы.
Что делать, если ничто не помогло, да, как говорится? Важно обсудить, откуда берутся идеи. Чаще всего идеи именно для бизнеса рождаются от рынка. То есть, что нужно рынку, ты анализируешь, смотришь, чего хотят клиенты и предлагаешь им именно это. Первый путь мы уже обсудили, да, что от продукта, вот есть идея продукта, давайте мы его будем продавать. И третий — это от каналов. Подразумеваются каналы продаж, то есть некий доступ к аудитории, к потенциальным клиентам. Если у тебя есть база данных каких-то определенных, узкосегментированных, каких-то определенных людей, то ты можешь предположить, что этим людям нужно, и предложить какой-то продукт. Есть канал распространения, просто сделай продукт и загони в эти каналы. Позже вы узнаете, что большая трудность — это не разработать продукт, а именно его продать. Бывают случаи, когда разработка занимает всего 10% времени и ресурсов, а продвижение и продажи около 90% ресурсов. Новый продукт в большой степени — это расширение функционала текущего продукта. В общем, для креативности рекомендуется использовать такие методики, допустим, как ТРИЗ, было сказано выше, теория решения изобретательских задач. Для этого необходимо прочитать книгу Генриха Альтшулера, который собрал, не знаю, все патенты Советского Союза и посмотрел, как мыслили люди для того, чтобы придумать решение чего-то. Часто решение лежит совершенно на поверхности. Также можно использовать такой инструмент, такой фреймворк, как Scamper. Scamper — это акроним, состоящий из 7 слов. Первый из них substitute, то есть замените. Возьмите какой-то продукт и замените внутри него что-то. Следующий combine, то есть объедините несколько вещей, как швейцарский нож. Допустим, телефон плюс фотокамера. Это уже смартфон. Телефон с камерой. Substitute, combine, adapt, то есть адаптируйте что-то к чему-то. Также важно обсудить такой фреймворк, как PEP. PEP расшифровывается, тоже акроним, состоит из 3 слов: Pre-Experience, Experience и Post-Experience. Как ваши потребители будут использовать ваш продукт? Pre-Experience. Что они будут делать перед тем, как начать им пользоваться? Если у них есть осознанная потребность в этом продукте, первое и самый очевидный ответ, что они будут гуглить, искать в интернете о том, как решить свою боль, как решить свою проблему. Experience. Что будет происходить в процессе использования вашего продукта? Подумайте об этом. Какой будет Customer Journey Map и User Experience. И последнее — это Post Experience. Что пользователь будет делать после того, как воспользуется вашим продуктом? В технологической сфере, если вы делаете какой-то веб-сайт, очевидно будет сказать, что пользователь поделится ссылкой на этот сайт, просто зашерит линк на ваш продукт. Важно предупредить, чтобы вы не работали в стелс-режиме, строгой секретности, никому не рассказывая свою идею, потому что идея – ничто. Идея, написанная на клочке бумаги, стоит не больше этого клочка бумаги. И идеей нужно делиться, потому что ни одна идея не дошла до продукта в том виде, в котором она была изначально придумана. По ходу обсуждения многое меняется, многое дорабатывается, и если вы не будете обсуждать, то, соответственно, вы не получите фидбэк от рынка и сделаете никому не нужный продукт. Каких была масса, в том числе у успешных компаний, допустим, у Apple была социальная сеть Ping, про которую все говорят как наиболее неудачный пример того, что люди предложили продукт, не спросив пользователя, нужен ли он. После того, как вы напишете свою идею в чат, наверняка найдутся ваши одногруппники или даже люди из других университетов, которым она понравится, и они захотят быть вместе с вами в команде. Очень важно евангелизировать свою идею и показывать, что вы в нее верите, чтобы за вами пошли люди, и в течение целого семестра вы вместе, группой, командой делали этот проект. Про команду мы поговорим в следующем видео. Топ-несколько вопросов, которые вы должны задать себе, когда обсуждаете свою идею. Первый — это размер рынка. Есть ли вообще деньги в той области, куда вы стремитесь продавать свой продукт? Если ваш продукт нужен единицам, и эти единицы людей не платежеспособны или платят очень мало, нет смысла делать такой продукт. Второе — это анализ конкурентной среды. Если есть конкуренты, то это уже, конечно, не голубой океан, а алый, но тем не менее это говорит о том, что в этом рынке есть деньги и можно взять свой кусок пирога. Следующее — это состояние рынка и тренды. А вообще рынок растет или убывает? Потому что нет смысла делать продукт для угасающего рынка. Это как, не знаю, рынок печати фотографий, который сейчас уже умер практически. И возможности для получения прибыли. Так ли легко будет извлечь прибыль? Несколько советов
вам, чтобы вы делали именно то, в чем хорошо разбираетесь, в чем вы эксперт. Делайте что-то одно, не пытайтесь построить некий такой комбайн, звезду смерти, то есть продукт, который удовлетворит всех и вся, и все им будут довольны, потому что такого никогда не бывает. Ваши ресурсы ограничены, поэтому лучше сделать одну функцию, которая работает хорошо и которая решает одну конкретную проблему. И будьте уверены, чтобы у вас были конкурентные преимущества, так называемый unfair advantage, то есть чтобы вы могли доказать, чем вы лучше, и желательно, чтобы это преимущество было сложно копируемым. Понятное дело, украсть можно все, скопировать можно все, вопрос только времени и ресурсов. Так делайте так, чтобы у ваших потенциальных будущих конкурентов это заняло огромное количество времени, и чтобы они потратили на это большие ресурсы, чтобы им было экономически нецелесообразно копировать вашу идею. Для проработки более детальной идеи рекомендуется подавать заявки на различные конкурсы и на различные акселерационные программы и в бизнес-инкубаторы. Когда вы заполняете эти заявки, с вас спрашивают такие вопросы, которые вы бы сами себе никогда не задали. И тем самым вы прорабатываете свою идею более глубоко и более тщательно. В чем же отличие инкубатора от акселератора? Бизнес-инкубатор дает вам фреймворк, как пройти весь путь от идеи до продукта. И если ваш продукт нужен рынку, если у вас есть первые продажи, чаще всего вы переходите в акселератор. Акселератор — это некий такой ускоритель, который дает вам кратный рост и увеличивает то, что у вас и так уже есть. Но чтобы у вас что-то было, вы должны по свою максимум competitive idea оформить в MVP. Но прежде чем приступать к разработке, нужно еще пройти несколько шагов, потому что разработка сразу после представления идеи очень плохой путь. Исходя из вашей бизнес-идеи, станет понятно, какая команда вам нужна, сколько человек должно быть в development team. И если вы заевангелизируете свою идею правильно ее расскажете, донесете суть, то вы привлечете сооснователей, пообещав им долю. О том, как сформировать команду, привлечь сооснователей с нужными компетенциями, мы расскажем в следующем уроке, как, в принципе, мы и затронем такие топики, как проблемное интервью с вашим потенциальным клиентом, которые невозможно сделать в одиночку. Подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы у вас были уведомления, ставьте лайки, оставляйте комменты внизу, и описание всего, что мы вам рассказали, есть по ссылке в описании видео.